Всем привет. Сегодня посмотрим твою связь энергетическую с теми, кого ты заблокировал. И жрут ли они твою энергию до сих пор. Давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад начнем. Единички. 3 вопроса. Первый: какая невидимая энергетическая нить все еще тянется к тому человеку? Ну, знаешь, вот ты его вроде как вычеркнул, да, везде. В телефоне его нет, а во всяких телеграм, ватсапах тоже нет. Номер в черном списке. Все красиво вроде. А по факту ты до сих пор живешь по тем внутренним правилам, которые у тебя сформировались, когда ты была с ним. Ну, рядом с ним. И ты до сих пор в голове с ним разговариваешь. Споришь там, что-то ему доказываешь, оправдываешься, придумываешь там, чтобы ты ответил, если бы он там объявился, да, вот вышел тебе навстречу. Ты свою жизнь выстраиваешь сейчас вот как продолжение той истории, а не как отдельную главу. И решение ты принимаешь так, как будто он до сих пор где-то фоном присутствует. Что надеть, куда идти, с кем встречаться, о чем вообще болтать с другими. И ты проверяешь, не пересекаются ли там, как сказать, вы там через общих людей как-то, там через общих знакомых и так далее. Да, ты вспоминаешь, мелочи какие-то вспоминаешь. То есть ты удерживаешь вот эту картинку «мы когда-то были вместе». Понимаешь? И еще тут одна штука. Ты сама себе же не даешь окончательно признать, что все кончено. Ты держишься за образ «я та, которая через это прошла». И это стало частью твоей личности. Ты, то есть вот связь уже не про него живого, а про твой путь с ним. Про вот эту стабильность, в которую ты когда-то влезла. И из которой вылезала долго и тяжело. И вот эта нить, это твоя привычка все мерить через эту историю. Через те сценарии, как он там к деньгам относился, к быту, как носки раскидывал, там, к работе, к тем же отношениям. И ты до сих пор на автомате сравниваешь нынешних людей с ним. Да? Кто надежней, кто спокойней, кто стабильней, а кто как тогда было. Или там кто не дотягивает. Вот это и есть невидимая связка. Твой внутренний мир, он до конца не переключился на вот сейчасшнее время. Слово «сейчасшнее» есть в кураптоновском языке, поправлять меня не надо. Он до сих пор закольцован на том периоде, твой мир, где тот бывший главный действующий персонаж, даже если ты его уже 100-500 раз заблокировала везде, где можно. Как этот человек продолжает высасывать твою энергию? Ну, тут все просто и очень неприятно, конечно. Твою энергию жрет он через твою же зажатость. Ты держишься за обиды. Ты держишься за чувство, что тебе чего-то не додали в отношениях. За ощущение, что ты где-то проиграл, и это стало твоей вот этой внутренней установкой. Ты зажалась. А зажалась и в деньгах, и в подарках, и в вещах, и в переписках, и в фотографиях, и прочем. Ты или хранишь что-то на память, или наоборот, все выкинула, но в голове ты до сих пор считаешь, что он мне должен. Он мне должен сказать, он мне должен там по-другому поступить.
ты цепляешься за эту историю как за доказательство, что с тобой обошлись несправедливо. И вот каждый раз, когда вспоминаешь, то заново вот эти детальки прокручиваешь в голове. Кто кому что сказал, кто кому сколько потратил, кто кому чего подарил, кто там кого на место поставил. Ты же сама поддерживаешь внутри вот это состояние экономии на себе. Прекрасно помнишь, как с ним все было выверено по расчету, да? Сколько сил ты туда ввалила. И теперь каждое новое движение в сторону радости или там удовольствия, вложений в себя ты встречаешь вот этим стопом внутренним. Типа, знаешь, вот как, я уже обжигалась, больше так не буду. И вот в этой экономии на себе и сидит хвост егошний. Егошний есть такое слово в картонском языке. В итоге ты научилась относиться к своей энергии как вот к мелочи в кошельке, за которую страшно, что опять кто-то чего-то заберет. И каждый раз, когда ты там себе что-то запрещаешь, там, потому что однажды тогда ты платишь дань той истории. Понимаешь? И ему в этой истории. Он в блоке, а вот сценарий «я все тяну, а мне крохи» он живет. Ты постоянно внутренне учишь этот урок, разбираешь по пунктикам, холишь, лелеешь, целуешь, ищешь, где ошиблась, как надо было правильно. И вот эта бесконечная внутренняя учеба на старом материале, да, она высасывает из тебя все силы. Потому что ты вместо жизни здесь и сейчас, ты снова и снова сидишь в том времени. Понимаешь? Как эту связь перерезать раз и навсегда? Ну, давай я тебе правду буду говорить, да? Тебе нужно честно добить эту историю внутри. Не таскать ее за собой, как вот эту вечная ноющая рана у жертвы, там, Юленьки, да? Ты садишься и четко себе проговариваешь, что это была не великая любовь, которую там судьба разлучила, и вот эти все красивые слова из сериалов, которые ты любишь, холишь и лелеешь, а конкретный опыт. Где тебе было больно, где тебе было одиноко, где тебе было обидно, где твои ожидания вот эти вот, как сказать, разлетелись на кусочки. Ты не гладишь это воспоминание, ты его режешь по-живому. Вещи называешь своими именами, признаешь, где тебя предали, где сама виновата, где ты глаза закрывала. Где тебя использовали, а где ты сама себя, как говорится, продала подешевле. Вот ты даешь себе право разозлиться. Не жалеть эту картинку, да, как сейчас до сегодняшнего дня ты делала, а разрушить ее. Берешь все остатки его присутствия в своей жизни, там вещи, возможно, там зубная щетка, переписки, какие-то файлы, какие-то контакты. Видите, я тебе вот правду скажу, да, ты оставила ниточку. Оставила и не говори, что не так. Или носок какой-нибудь, или он в блоке, но переписку храню. Он в блоке, но фотография, вот это я там красиво вышла, хотя он там рядом. Это твои отмазки. Все выкидываешь из вот этого. Даже контакты общих людей, через которых ты о нем узнаешь. И выносишь это из своего поля. Удаляешь, там отписываешься, убираешь и обсуждать прекращаешь даже у себя в голове. То есть ты не оставляешь себе лазеек типа на всякий случай, потому что сейчас они есть. Да, тяжело признаться и сказать, да, это так. Ты никогда это не признаешь, но это так. Не мониторишь его соцсети, не проверяешь, не ищешь, не спрашиваешь. Ты направляешь освободившуюся злость и боль в действие. Например, в работу, там в тело, я имею в виду в фитнес, да, в новые проекты какие-то.
в общении с живыми людьми, а не с фантомом егошним. Ты начинаешь делать шаги, на которые раньше не решалась. Именно из-за этого хвоста. То есть идешь туда, куда раньше не могла. Разрешаешь себе вот те желания, которые раньше ты считала там недоступными, он не одобрит, он бы сделал не так, он бы меня там вот это, потому что у тебя вот это в голове играет. И самое главное, позволяешь себе яркость, позволяешь себе спонтанность. Особенно новые знакомства себе позволяешь. Потому что у тебя до сих пор вот эта вот такая невидимая цепь к нему привязана. Ты чё, как я могу? А вдруг? А вдруг? Да, ты у меня там под каждым видео его ругаешь, но кого ты обманываешь? Ты перестаешь быть аккуратной, осторожной в теме отношений. И сценарий переворачиваешь. Не тебя выбирают и оценивают, а ты смотришь, кто достоин того, чтобы в твою жизнь зайти, а кто нет. И вот каждый раз, когда память пытается тебе вернуть вот эту, тебя точнее в старую боль, как котенка, вот за шкирку, да, тыкать, то ты не залипаешь, а делаешь конкретные действия в реальности. Пишешь, например, там не ему, а подруге. Идешь не в его вот эти странички в соцсетях, а на тренировку. Или к тем, кто там, с кем тебе реально хорошо. Так ты отрежешь не только его, но и ту версию себя, которая жила вокруг вот этой боли. Это знаешь, вот в детском садике, помнишь, на Новый год так все за ручки брались и вокруг елки ходили. Хоровод, хоровод, это праздник для нас. Вот ты так хороводы водишь вокруг вот этой боли. Только ты одна в этом хороводе. Понимаешь? Отрезаешь и все. Начинаешь тратить всю энергию на себя и на свое движение вперед, а не на вот это бесконечное ковыряние старой дыры. А мне тут больше нечего сказать. Хочешь избавиться, иди в проживание арканов. Двоечки, двоечки. Какая невидимая нить энергетическая тянется к тому человеку? То все жестко. Ты его везде заблокировала, удалила из жизни, вычеркнула, а на деле ты опять же в той же боли живешь, которую он тебе причинил. Вот прямо физически живешь. Вот ты просыпаешься, первая мысль у тебя про то, как он тебя предал, как он тебя там подставил, как унизил. И засыпаешь ты с этими же мыслями. Эта история, она стала вот твоей идентичностью. Ты вот теперь та, которой сделали больно, та, которую обманули, та, которую бросили, ты в жертве. И знаешь, что самое плохое? Ты цепляешься за эту роль жертвы, потому что она тебе дает какое-то объяснение всему, что происходит в твоей жизни сейчас. Не получаются новые отношения, ну так он же меня покалечил. На работе не получается, ну я же из-за той истории вообще ни во что не верю. И все через призму вот этой травмы. А параллельно ты до сих пор помнишь все хорошие моменты с ним. Все эти праздники, вечера, когда вам было хорошо и классно вместе. Ты прекрасно помнишь, как вы там смеялись, что-то планировали, о будущем мечтали. И вот эти две нити, боль и ностальгия, они тебя держат крепче, вот, как сказать, сивка Чамбурку держал. Ты не можешь отпустить ни то, ни другое. И застряла вот между вот этим, как он мог со мной так поступить,
И вот это «а ведь было же все так хорошо». И вот в этих качелях ты болтаешься, как какашка в проруби. Каждый раз, когда у тебя что-то хорошее случается, ты автоматически вспоминаешь, а вот тогда с ним мне было бы еще лучше. А когда плохо, то вспоминаешь, как он тебя добил окончательно. И в итоге ты сама себе не даешь жить. Ты превратила эту историю, вот знаешь, в какой-то магический алтарь, к которому постоянно ты возвращаешься. И пока ты это делаешь, он продолжает твоей частью жизни быть. Не реальный он, а вот тот образ, который ты в голове носишь. Тот монстр, который тебя сломал, и сразу же этот монстр как принц, который был когда-то хороший. Это, знаешь, сказка. Как же вот называется там монстр и принц в одном человеке? Не Золушка, не спящий. Про красавица и чудовище. Вот. Твоя любимая сказка, кстати. Красавица и чудовище. И мультик ты смотрела. Вот это две стороны одной медали, которую никак ты не можешь бросить. Как именно он высасывает твою энергию, даже будучи в блоке? А он через твою же злость жрет, опять же. Ты постоянно с ним воюешь, только в голове. Ты вот каждый день ведешь с ним диалоги, где ты ему высказываешь, где ты ему доказываешь, что он мудак, где ты его размазываешь по стенке своими там аргументами, где ты под каждым раскладом на его мысли, на его любит ли он, тоже оставляешь комментарий. У тебя идет с ним война, в которой он не участвует. Ты прокручиваешь сценарий, как бы ты ему ответила, если бы он вдруг написал, да? И репетируешь, что ты скажешь, если встретишься с ним случайно. То есть ты в постоянной боевой готовности. И вся твоя энергия, она уходит на эту войну внутреннюю. То есть война, где ты одна, с самой собой же и воюешь. Ты же не живешь, ты же воюешь с призраком. А параллельно ты пытаешься всему миру доказать и самой себе, что ты молодец, что ты справилась, что ты сильная. Да нет. Ты не справилась, и ты не сильная. Ты пашешь как проклятая. На работе выкладываешься на 500 000 %. Дома все идеально, выглядишь безупречно. В социальных этих сетях сплошной позитив и успех. Но это все не для тебя и не для себя ты делаешь. Это все, чтобы он увидел, чтобы он пожалел, чтобы он понял, что потерял, кого потерял. Ты не свою жизнь живешь. У тебя сейчас жизнь — это спектакль для него. Каждое твое достижение — это месть ему. Каждый твой успех — это ему назло. И вот в этом постоянном напряжении, в этой гонке «я ему докажу, что мне без него Извиняюсь, я слишком погрузился в тебя. Вот ты хочешь ему доказать, что тебе без него хорошо. И ты выматываешься до ниточки. Ты всю свою силу тратишь на то, чтобы быть лучше, успешнее, красивей, но не для себя, чтобы он обломался, посмотрел, какую конфеточку сладкую он потерял. А хочешь правду? Он давно на тебя забил и живет себе спокойно. А ты все бежишь, все доказываешь, все воюешь. Сама себя в эту ловушку загнала. Ты жизнь свою превратила в доказательство того, что ты его недостойна. Понимаешь? Что вот каждый день ты из себя последние соки выжимаешь, чтобы вот этот спектакль продолжался. Потому что если остановишься, то придется признать, да, что все это было зря. Что он тебя не видит, не знает, не парится. А это больнее всего.
как навсегда перерезать эту связь? Ну, тут без вариантов даже. Тебе нужно стать собой настоящей. Вот так вот все просто, да? Сказать просто. Сказать просто. Нужно, знаешь, перестать играть в эту игру «я всем докажу». Взять и начать жить для себя. Не на показ. Сейчас ты живешь на показ. Как ты меня не матери, как ты меня не ругай, у тебя показушная жизнь сейчас. И показушно, это, знаешь, театр, где зритель всего один, который сидит к тебе спиной. Что нужно делать? Делать то, что хочется тебе, а не то, что выглядит круто в глазах других. Хочешь полежать в пижаме весь выходной? Лежи. Хочешь бросить там работу, на которую выкладываешься? Бросай. Хочешь перестать выглядеть идеально и просто собой быть? Давай. Вот знаешь, я тебе правду скажу. Я раньше очень сильно парился, что обо мне подумают люди. Честно скажу, я это проработал только во втором проживании аркана. Но я тебя сейчас не в проживании арканов зову, а смотри, я объясню. Вот произошла такая ситуация, что, так сказать, вот как по голове колоколом ударили. И я понял, да всем людям на меня насрать. Вот просто. Нет, не так. Это мы с тобой знаем, да? Со слов. Мы знаем с тобой теорию, что всем насрать, но мы все равно хотим кому-то чего-то доказать. Так вот. Я думаю, да пофигу. Да пофигу. И вижу, у меня доставка, да? Я дома хожу с голым торсом, иногда в семейниках, иногда как сказать, одеты, одеты не так, как от меня ожидают люди, да, например. Например, у меня есть футболка любимая, да, а на ней пятно, которое не отстирывается, но пятно видно, а футболка белая. Вот. И если какой-то там курьер, ко мне кто-то идет, я всегда переодевался, чистенький, все, я готов, чтобы, как говорится, на меня посмотреть. Сейчас пофигу. Я в трусах открываю. И вот все просто открываю. Не парюсь. Если мне хочется, например, я в наушнике гуляю, да, и там песенка, которую хочется подпевать, я подпеваю. Я не думаю, что обо мне подумают. Ну, я, конечно, не ору на всю Ивановскую, да? Вот и тебе нужно вернуть право на слабость, на ошибки, на то, чтобы быть обычным человеком, а не вот этой боевой машиной, понимаешь? А дальше тебе нужно перестать избегать конфликтов и начать их решать. Не с ним, а с реальными людьми вокруг тебя. Ты же накопила столько вот невысказанного, столько обид на других людей, что это все вот стало просто одним комом вместе с той старой историей. Так начни разбирать вот этот ком. Вот поговори с теми, кто тебя сейчас бесит. Выскажи то, что накипело. Перестань улыбаться, вот натягивать улыбку через силу. И ведь делай, что все хорошо. Знаешь, что самое главное? Тебе найти нужно то, что тебя реально зажигает. Не работа, где ты доказываешь что-то, да, а дело, которое тебя реально вот драйвит. Ну, как вот объяснить? Зажигает. Хобби, какой-то свой личный проект, какое-то новое направление. Что угодно, что будет твоим только, понимаешь? Только твоим. И когда ты будешь вкладывать энергию не из злости, не из желания кому-то что-то доказать, а просто потому, что тебе и нравится, мир поменяется. Понимаешь? Мир поменяется. И вот когда переключишь свою энергию с этой бесконечной внутренней войны на реальную жизнь, на реальные задачи, на себя настоящую, вот тогда связь и оборвется с ним. Потому что ты просто забудешь про него.
Не специально, не через силу, а просто потому, что тебе станет просто не до него. У тебя будет своя жизнь, там, яркая, сложная, интересная. И в ней, ну, для него просто не будет места. Если хочешь ускорить этот процесс или не получается что-то, просто приходи в проживание арканов, и это будет твое дело. Ты будешь арканы проживать, не думая и не воюя ни с кем эфемерным, понимаешь? Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Какая энергетическая нить тянется к тому человеку, которого ты заблокировал? А то, знаешь, у тебя судебный процесс идет вечный. Ты постоянно разбираешь эту историю по косточкам, вот прям вот перемываешь. Каждое его слово ты анализируешь, каждый поступок анализируешь, каждый момент вашего общения ты все анализируешь. Раскладываешь такая все по полочкам и такая: вот тут он был неправ, вот здесь я среагировала не так, а вот это он специально сказал, чтобы меня задеть паразит. И ты уже стала экспертом по вот этим отношениям. Ты знаешь уже наизусть все его фразы, все его реакции, все его слабости. И самое херовое, ты гордишься тем, что ты разобралась. Что теперь ты умная, что видишь все манипуляции, что больше я на такое не попадусь. Ты превратила эту историю в урок, который постоянно повторяешь. Ты его зубришь. И каждый раз, когда ты встречаешь нового человека, ты его сканируешь через призму того опыта тех отношений. И что ты делаешь? Подсознательно и сознательно ты в новых людях признаки того мужика ищешь. Проверяешь, такая: не обманывает ли он меня? Не использует ли он меня? Ты этим превратилась. Как называется? Детектором лжи. Детектором лжи. Который постоянно включен. И вот это твоя бдительность, это твоя осторожность, это твой вечный анализ, это и есть вот эта нить, которая вас соединяет. Потому что ты не просто извлекла урок и пошла дальше, ты застряла в роли той умной женщины, которая больше не будет дурой. И ты держишься за эту роль, как за круг спасательный. Потому что она тебе дает ощущение контроля. Типа: раз я все поняла, раз я все проанализировала, значит, я защищена. Знаешь, в чем правда? В том, что ты пока сидишь в этой позиции судьи, который дело разбирает, да? Ты все еще в той истории находишься. Ты не ушла. Ты просто переместилась из позиции участника в позицию наблюдателя и судьи. Но ты все еще там, в том же в том же зале суда, только теперь с другой стороны. И каждый раз, когда ты анализировать новые отношения начинаешь через старый опыт, ты возвращаешь ему власть над твоим настоящим. Дед, я так не делаю, ты что? Меня не обманешь. Вот себя обманывай. Как продолжает он высасывать твою энергию, даже в блоке будучи? Но через твой страх потерять то, что у тебя есть. Тут даже трактовать не нужно. Ты после той истории стала патологически бояться нестабильности. Ты цепляешься за все, что дает тебе ощущение надежности. Например, за работу, даже если она тебе нахрен не упала, она тебя бесит и не устраивает.
за подруг, даже если общение уже выдохлось, за образ жизни, к которому ты привыкла, даже если этот образ тебя уже, вот как сказать без мата-то, душит. Ты боишься делать рискованные шаги, ты боишься менять что-то кардинально, потому что в голове у тебя засел вот этот долбанный голос. А вдруг меня опять обманут, а вдруг опять все рухнет, а вдруг я снова окажусь у этого разбитого корыта. Ты живешь в постоянной тревоге. Ты нормально не спишь уже, потому что по ночам все эти мысли тебе в голову этот идут. Чуть матом не сказал, извините. А что, если начальник меня уволит? А что, если мужик окажется таким же козлом? А что, если деньги кончатся? А что, если подруга меня предаст? А что же, если, что же? Ты не видишь реальность такой, какая она есть. Ты видишь везде угрозы, везде подвохи, везде потенциальная опасность. Это как туман, в котором ты бродишь и боишься на каждом шагу в яму провалиться. А ям нет. Кто говорит? Директор катка. Из-за вот этого страха ты держишься мертвой хваткой за то, что имеешь. Ты даже себе мечтать о большем не даешь. Ты не позволяешь хотеть чего-то другого. Например, проживание там, да что ты что, это не мое. Он бы не одобрил. Ты не даешь себе мечтать о большем вообще. Потому что мечты – это риск. А риск – это возможность снова пострадать. Ты свою жизнь в крепость превратил. Ты себя вот стенами обнесла, закрыла все двери и замки навесила. И теперь сидишь в этой крепости и считаешь свои запасы. Проверяешь, на месте ли работа, на месте ли деньги, на месте ли там подружки, которые нет-нет, есть. И вся твоя энергия уходит на то, чтобы эту крепость охранять. Ты не живешь, ты выживаешь. Ты не радуешься тому, что есть у тебя. Ты боишься это потерять. И вот в этом постоянном напряжении, в этом вечном страхе, в этой постоянной тревоге ты просто выматываешься. Хочешь сказать, а он-то тут при чем бывший? А при том, что именно после него у тебя включился вот этот режим выживания. Именно он научил тебя не верить в стабильность, там, в людей, в будущее и вообще никому не доверяй, сиди в норке. И вот пока ты живешь в этом режиме, он продолжает управлять твоей жизнью. Как эту связь рано перерезать? Ну, знаешь, тебе выбор нужно сделать. Настоящий взрослый выбор. Жить или продолжать бояться жить. Вот все. Только два варианта. И это не просто там решение в голове принять, да? Это реальные действия. Потому что в голове ты мне скажешь, даже в комментарии напишешь, я выбираю жить, но ни хрена ничего для этого не сделаю. Тебе нужно выбрать себя. Выбрать свою радость, выбрать свое счастье, свой свет. Перестать сидеть в этой крепости и выйти, наконец-то, на солнце. Страшно будет, да. Там будет непривычно, там будет настоящая жизнь. Тебе нужно разрешить себе хотеть. Хотеть новых отношений, хотеть новой работы, хотеть путешествий, хотеть радости, хотеть любви, хотеть мужика другого. И не бояться этого, а именно хотеть. Открыто, честно, без оглядки на прошлое. Понимаешь? Тебе нужно начать делать то, что приносит тебе удовольствие. Не пользу, не стабильность, не безопасность, а именно удовольствие. Какое вкусное слово, правда? То, от чего ты светиться будешь изнутри. То, что заставляет тебя улыбаться просто так. Это может быть там рисование, не рисование, говорится, писание картин, не знаю, как правильно говорится, картины зюзюкать.
танцы, может быть, там, хобби новое какое-нибудь, что угодно, что тебя зажигает. И самое главное, тебе нужно впустить в свою жизнь новых людей. Не проверяя их на вот этом детекторе лжи, не сканируя на предмет угрозы, а просто открываясь. Рискуя, да. Наверняка не знает, да. Но живых, настоящих, вот здесь и сейчас. Тебе нужно вернуть себе веру в то, что мир, он не враждебен. Это ты его представляешь враждебно. И понять, что люди бывают хорошими. Что отношения могут быть там легкими, радостными, что жизнь может быть яркой и интересной. И когда ты свою жизнь наполнишь вот этим светом, вот этой радостью и открытостью, вот тогда связь и оборвется. Потому что ты выйдешь из этой долбанной темноты, в которой ты застряла. Ты включишь свет в своей жизни, и все призраки вот этого прошлого просто растворятся, чуть матом не сказал. Потому что им не за что будет цепляться, понимаешь? Потому что ты будешь жить, а не выживать. Сиять будешь, а не прятаться. И будешь любить, а не бояться. И знаешь, всегда помни, что я с тобой рядом.